Новый год – особое время. Время волшебства, исполнения заветных желаний, а также подарков, чудес и хорошего настроения. Каждый человек в душе хоть на малую долю процента ждет этой праздничной поры, размышляя над тем, как, где и, главное, с кем отметить столь важное событие. Каждый, но не я. Почему так? Пожалуй, ответом на этот вопрос послужит данная история, события которой произошли лично со мной, как раз-таки в канун этого вселюбимого мирового праздника. Судьба злодейка распорядилась так, что по своей природе я являюсь человеком не шибко общительным, а если быть точнее, типичным интровертом. И нет, я не ненавижу людей. Просто мне всегда было комфортно наедине со своими мыслями, поэтому зачастую все крупные праздники я отмечал у себя на даче, в блаженном одиночестве. Мой дачный участок располагался всего в 100 километрах от города, в котором я проживал, и добраться до него не составляло особого труда. Честно, была бы моя воля, я бы ездил в загородный дом хоть каждый день. Уж очень сильно мне нравились красоты тех относительно диких мест. Единственным стоп-фактором тогда оставалась любимая работа, благодаря которой я мог комфортно существовать на этом белом свете. Однако вскоре к нему добавилась еще и новая фобия, предательски нарушающая желанный покой изо дня в день. Как раз о ней и пойдет речь далее. Так уж сложилось, что в тот роковой год праздничные выходные дни начались немного раньше положенного. Уже в пятницу вечером 28 числа я с неподдельным счастьем наконец-то смог освободиться от рабочих оков и отправиться обратно домой, скорее собирать вещи для долгожданной поездки на дачу. На все про все мне хватило буквально 1,5 часа. И вот я уже вовсю мчу по вечерней заснеженной трассе, попутно слушая заранее скачанную на флешку любимую музыку. Красота, да и только. Поскольку не я один любил праздновать Новый год на даче, вдали от городской суеты, машин на дороге было неприлично много, что очень сильно затрудняло движение. Поэтому добрался я до своего участка лишь поздним вечером, когда половина моих соседей уже крепко спала в кромешной тишине. Для ясности картины, дачный поселок располагался на приличных размеров поляне, окруженной лесом практически со всех сторон, не считая главной дороги для въезда, которую мы построили общими усилиями с местными обитателями. Все дома, включая и мой, численностью в 20 штук, были выстроены в 2 ряда друг напротив друга, и никаких заборов у нас в помине не было, ибо жители знали своих соседей в лицо и доверяли как себе. Порой мы даже вместе устраивали те или иные мероприятия, которые, несмотря на мою любовь к одиночеству, проходили весьма успешно. Так вот, как можно тише заехав к себе на участок и аккуратно припарковав автомобиль под навесом, я первым же делом перетащил все нужные мне вещи из машины в дом, а затем подрубил обогреватели в каждой из комнат и принялся готовить горячий чай, поистине наслаждаясь каждой прожитой секундой от пребывания в столь дивной обстановке. Теплую ламповую атмосферу только усиливал мерно падающий снег за окном и бодрящий 30-градусный мороз, рисующий на стекле чудесные узоры. Признаться, я готов был часами сидеть вот так на кухне, попивать чаек и любоваться этой зимней сказкой. Однако, ни для кого не секрет, что первый день на даче является самым сложным, особенно в холодную пору, когда непрерывно падающий на участок снег превращается в громадные сугробы, которые необходимо в срочном порядке убирать с помощью подручных средств. Посему, допив чай и разложив все вещи по своим местам, я принялся готовиться ко сну, уже выстраивая в уме дальнейший план действий на время новогодних каникул. Весь последующий день, 29 декабря, я вплоть до вечера потратил на уборку участка, а также внутренностей дома,
прилично запылившихся из-за моего длительного отсутствия. Где-то к часам 7 знакомая молодая пара, живущая рядом по соседству, пригласила меня в гости, выпить чаю, отведать пирог и пообщаться после долгой разлуки. Отвергать приглашение я не стал, тем более что люди те были добрые и всем всегда помогали по мере своих сил. Поэтому, как только я закончил свои неотложные дела по дому, сразу же направился в гости к моим милым соседям. Время за приятной беседой и увлеченной игрой в карты пронеслось незаметно. К концу наших посиделок часы показывали начало 11 ночи, и это означало, что мне нужно было срочно идти отапливать дом для грядущей ночевки, ведь в противном случае у меня вряд ли бы получилось уснуть в замерзшей избе. В какой-то момент, стоя на пороге и собираясь уже уходить домой, я внезапно в окне прихожей заметил странный человеческий силуэт в костюме Деда Мороза, который ходил по центральной улице вдоль дороги и озирался по сторонам, словно замышляя нечто очень нехорошее. Лица незнакомца за серой накладной бородой и красной новогодней шапкой не было видно, но это отнюдь не помешало тогда просочиться мысли в голову, что человек на улице явно не местный. Уж очень сильно мужчина своим грязным, заляпанным костюмом напоминал бездомного, который случайно нашел на мусорке одеяние всеобщего любимца и теперь спокойно разгуливал по улицам, прикидываясь Дедом Морозом. Казалось бы, типичная картина для наших суровых реалий. Однако мне все же не давал покоя тот простой факт, что я, ровным счетом как и мои соседи, находились вовсе не в городе, где этого добра имелось навалом, а в относительно глухом небольшом поселке, в нескольких километрах от которого не было ни одного населенного пункта. Обождав, пока странный путник отдалится на безопасное расстояние и, открыв входную дверь, я наконец попрощался с гостеприимными хозяевами, после чего беспрепятственно добрался до своего дома. Мнимый Дед Мороз еще какое-то время побродил по улице, зловеще заглядывая в окна мирных жителей, а затем просто скрылся в близлежащем лесу, временно покинув наш доселе спокойный поселок. 30 декабря. Крайне ленивый день, в который я не делал ровным счетом ничего. Разве что приготовил немудренную пищу на пару заходов и слегка приукрасил дом всевозможной мишурой и игрушками. Кроме гирлянд. Никогда не любил эти пожароопасные светящиеся провода, зачастую перегорающие после нескольких дней активного использования. К слову, именно в этот день произошел второй визит того странного, немного пугающего Деда Мороза, который, так же как и вчера, явился из ниоткуда. Правда, на сей раз неизвестный не просто бродил по улице, глядя в окна чужих домов, а приволок с собой пушистую двухметровую ель и вкопал дерево прямо посреди главной дороги, даже не спросив разрешения у местных обитателей. Соседи, безусловно, видели все происходящее, но наверняка подумали, что это кто-то из наших решил внести свою скромную лепту и чутка приумножить атмосферу предстоящего праздника. Поэтому все, будто зачарованные, тут же повыскакивали на улицу, помогать незнакомцу в костюме украшать новогоднее древо всякими шариками, бантами и бумажными фонариками. Все, кроме меня. Ибо мое чутье подсказывало, что здесь явно что-то не так, и нужно держаться как можно дальше от этого жуткого персонажа. Точно не помню, сколько я так по времени наблюдал за объектом, вызывающим у меня беспричинный страх. Минут 10 или, может, все 20. Но в одно мгновение произошло то, что заставило меня резко отойти от окна и спрятаться за шторой, слушая бешеный ритм своего сердца. В какой-то миг Дед Мороз словно почуял на себе пристальный взгляд и неожиданно повернул голову прямо в сторону моего окна.
Некоторой доли секунды хватило, чтобы разглядеть его потрепанную, накладную бороду, местами заляпанную в розовых, по всей видимости, плохо отстиравшихся пятнах. Глаз из-за низко опущенного красного колпака детально разглядеть, увы, не удалось, но мне тогда почему-то показалось, что они были целиком черные, с небольшим белым отблеском. Больше смотреть в сторону того незнакомца я не решился, и, медленно отойдя от шторы, сразу же направился в спальную комнату, где просидел до самой ночи за просмотром любимых, заблаговременно скачанных кинофильмов. И вот наступило то самое 31 декабря, после которого я раз и навсегда перестал отмечать этот чудесный праздник, а также ездить на дачу и в целом удаляться от спасительной городской среды обитания. В тот день у меня было очень много забот. Во-первых, приготовить несколько любимых праздничных блюд из привезенных мною продуктов питания. Во-вторых, убрать участок от вновь навалившего за прошедшие сутки снега. И в-третьих, доукрасить дом, а также поставить искусственную елку, которая до сих пор лежала упакованной в багажнике моего автомобиля. В общем, как говорится, дел не впроворот. Крутясь словно белка в колесе, я даже не заметил, как морозный солнечный день сменился лунной ночью, и время уже потихоньку начинало наступать на пятки, ожидающему свой выход Новому году. Чтобы вы понимали, окно кухни выходило прямо на центральную улицу, и если подойти вплотную к стеклу, можно было разглядеть практически весь противоположный ряд домов, плотно выстроенных параллельно моему. Поскольку стол для нарезки находился прямо у окна, мне не составило особого труда краем глаза уловить все тот же пугающий меня силуэт в костюме Деда Мороза, который на этот раз пожаловал ровно за 2 часа до Нового года с красным мешком для подарков. В целом мешок выглядел опустошенным, однако я сразу обратил внимание на левую руку незнакомца, держащую какой-то странный предмет, хорошо скрываемый от любопытных глаз за плотной тканью сумки. Эта крайне подозрительная деталь тут же вызвала у меня серьезные опасения. Посему я второпях отключил свет во всем доме и на всякий случай проверил замки входной двери. К тому моменту, как я вернулся обратно к окну с целью проверить, чем сейчас занят местный Дед Мороз, неизвестный уже выходил из первого попавшегося ему под руку дома. И тут не нужно было иметь второго высшего образования, чтобы понять одну простую истину. Незнакомец в костюме оказался самым настоящим маньяком. Весь живот, накладная борода и руки по локоть у этого психопата были испачканы в чем-то красном, не говоря уже о распахнутой настежь входной двери дома, из которого только что вышел убийца. Также я замечал, как его подарочный мешок с каждым новым заходом к моим бедным соседям все больше и больше обретал объемную форму, невольно заставляя меня в уме выдвигать душераздирающие теории касаемо содержимого сумки. Нужно было срочно что-то предпринять, а иначе я бы мог оказаться на месте тех несчастных, ни в чем не повинных людей, случайно встретившихся лицом к лицу с истинным злом в человеческом обличии. Поэтому, не теряя напрасно времени, я сразу же рванул к себе в комнату, дабы накинуть какую-нибудь верхнюю одежду, взять сотовый телефон и ключи от машины. Но стоило мне только выйти обратно в коридор, как вдруг во входную дверь кто-то очень настойчиво постучал, и, кажись, я уже догадывался, кто это мог быть. Тихий прохладный ужас сковал все тело и прошел по позвоночнику, когда сознание уловило, что за мной пришли. Прекрасно понимая тот факт, что я нахожусь на волоске от смерти, и лишь какой-то случай в этот миг решает мою дальнейшую судьбу, я замер на месте,
стараясь даже не дышать, только чтобы меня не услышал тот психопат за дверью. Стук снова повторился. Господи, неужели это конец? А я ведь столько всего еще не успел сделать. Подумал я про себя, чувствуя, как горячие капли непроизвольно текут по моим щекам. Ужас с новой силой захлестнул меня мощной волной, когда я увидел, как все тот же человек в костюме Деда Мороза прислонил окровавленные руки к окну прихожей и начал пристально всматриваться в темноту моего дома, пытаясь найти во мраке помещений свою новую жертву. В то мгновение мне казалось, что я буквально слился со стеной. Видимо, настолько сильно мне не хотелось попасться на глаза маньяку, что я готов был превратиться в часть интерьера, лишь бы меня не заметили. Мне дико повезло. Уже спустя буквально пару минут безумному палачу, по всей видимости, наскучило пялиться в кромешную темноту, и тот, спокойно отойдя от окна, как ни в чем не бывало, направился в сторону соседнего дома, продолжив свое кровавое шествие. А я же тем временем, облегченно вздохнув, решил все-таки от греха подальше зайти обратно к себе в комнату и закрыться в ней до самого утра, еще до конца не веря своему второму шансу на существование в этом полном опасности мире. Следующее утро 1 января стало поистине самым кошмарным в моей жизни. Внимательно проверив все окна и до конца убедившись в том, что убийцы рядом нет, я первым же делом рванул в сторону машины, желая раз и навсегда покинуть это проклятое место. Но что-то дернуло меня посмотреть в сторону той самой ели, которую незнакомец давеча вкопал в землю. И то, что я тогда увидел, раз и навсегда пошатнуло мою психику. Прямо под деревом в ряд были аккуратно сложены отрубленные головы моих соседей, которые, видимо, все без исключения прошлым вечером открыли дверь неизвестному и тем самым впустили в свой дом смерть. Я до сих пор помню их неживые, искаженные от страха лица, повернутые в сторону моего дома, и надпись на снегу багрового цвета. «Тебе повезло». То послание явно было адресовано мне, ведь я единственный из всего поселка, кто додумался в ту злосчастную ночь не открывать дверь и впоследствии смог выжить.